Ali'ye Söker. Ali nerede? O niye yok? Gelmek istemedi buraya. Hayattayım, buradayım. Artık her şey değişecek. Onların evliliğinin geçersizliği için dava açılacak. O davaların hepsini bizzat ben açtıracağım Erol'a. Ama Boran şunu aklından çıkarma. Ben Aliye ile bir ömür yürümek isterse dünya karşıma dikilsin. Tanımam. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. После грандиозного хаоса посреди народного танца, когда Баран получает ранение, а Джихан, не раздумывая, бросается перед ним, чтобы защитить его от пули, наступает поворотный момент, который нарушит весь баланс сериала. Ранение Джихана не только шокирует всех в особняке, но и заставит вырваться наружу долго подавляемые чувства Алии. Али запаникует, когда Джихан упадет на землю весь в крови. Ни гнев Барана, ни давление Садаката Ханема, ни семейные интриги в этот момент не будут иметь значения. Единственная мысль Алии будет не потерять Джихана. Эта травма заставит любовь Алии к Джихану проявиться гораздо яснее в ее сердце. Пока состояние Джихана в больнице остается неопределенным, вопрос о том, кто может стоять за этим инцидентом, станет главной темой обсуждения. Вопрос о том, связано ли нападение с Демиром, или же в нем замешаны другие лица, мстящие за убийство, совершенное Бараном в прошлом, вызовет множество вопросов. Убийство Сулеймана Байбарса вновь окажется в центре внимания, и будет обсуждаться, что настоящей целью был Баран. Самовольное участие Джихана выведет дело на новый уровень, отвлекая внимание как полиции, так и семьи. Раскрытие личности Барана сразу после ранения Джихана еще больше осложнит ситуацию. Баран будет вовлечен в серьезный судебный процесс из-за подозрения в убийстве и использования фальшивой личности. В ходе этого процесса будущее Алии, Джихана, Садакат Ханем и особняка окажется под большой угрозой. Пока Баран борется с трудностями, все вокруг него начнут отдаляться. Когда он поймет, что остался один, это одиночество еще больше усилит его гнев. После ранения Джихана отношение Садакат Ханем к Барану изменится. Она осознает, что ее сын, которого она пыталась защитить годами, на самом деле сам ведет ее к катастрофе. Это осознание вызовет у госпожи Садакат сильное угрызение совести. Отношение Алии и Джихана после того, как Джихана ранят, полностью изменится. Али не оставит Джихана ни на шаг, даже если она не будет выражать свои чувства, ее действия покажут, насколько важен для нее Джихан. Когда Джихан придет в себя, он захочет сначала увидеть Али, и их связь станет крепче, чем когда-либо. Гнев, давление и постоянно проблемное поведение Барана заставят Али сделать больший шаг навстречу Джихану. Аля больше не захочет участвовать ни в каких ситуациях, угрожающих жизни Джихана, поэтому она начнет полностью эмоционально отстраняться от Барана. В ходе этого процесса история Эчмеля также будет развиваться в другом направлении. Джемел будет охвачена одиночеством из-за отсутствия взаимности со стороны Шахина и полного отвержения со стороны Зерин. Это одиночество может подтолкнуть ее к тому, чтобы снова сблизиться с Бараном. Джемел будет стремиться сохранить жизнь Барану, работая над тем, чтобы предотвратить его заключение в тюрьму. Однако усилия Джемел, скорее всего, окажутся тщетными, поскольку присутствие Надима в Сирии, провал системы свидетелей и совпадений всех преступлений в прошлом Барана еще больше затруднят его побег. Тем временем между Зериан и Каей разразится совершенно другая эмоциональная буря. Раскрытие того, что план с Германией был всего лишь обманом, столкновение Каи с реальностью отцовства и молчание Зериан, защищающей Каю, несмотря на все давление, укрепят их отношения. Осознание Каи отцовства сквозь слезы и желание Зериан безопасности ребенка, которого она носит, еще сильнее свяжут их. Однако гнев Демира будет продолжать затмевать это счастье. Как только он узнает, что Зерин не ушла, он предпримет масштабные усилия по ее поиску, обыскивая все вокруг. Неконтролируемые амбиции Демира предвещают большую опасность в предстоящих сериях. Это будет угрозой как для Зерин, так и для ребенка и Каи. Тем временем Ипек переживет самый важный поворотный момент в своей жизни.
После того, как она сказала «нет» у алтаря, ее разум и сердце будут глубоко потрясены. Она окажется между любовью к Кае и ненавистью к Зелен. С одной стороны, осознание того, что Кая ее не любит, опустошит ее, а с другой стороны, разочарование может подтолкнуть ее, как и Эджмеля, к принятию неверных решений. Поэтому весьма вероятно, что Ипек непреднамеренно станет инструментом в планах Демира или Барана в последующих сериях. Что касается Нари и Шахина, то будет исследована нежная, но крепкая семейная тема. Любовь Нари к Шахину и то, что Шахин наконец-то обрести любовь, которую он годами носил в своем сердце, но не мог достичь, укрепит связь между ними. Возможность беременности Нари будет использована в последующих сериях как эмоциональный элемент, создающий новую сюжетную линию, затрагивающую как семью, так и особняк. Путаница в семейных документах из-за фальшивой личности Барана заставит его попытаться сорвать брак Алии и Джихана. Однако планы Барана больше не будут восприниматься всерьез, как Садакат Ханем, обитатели особняка, так и сторона Джихана будут видеть, что каждый шаг Барана только вредит Денизу. Как бы ни злился Баран, доверие и любовь Алии к Джихану будут расти. Риск Джихана ради нее станет незабываемым поворотным моментом в жизни Алии. Наибольшее влияние в следующей серии окажет эмоциональное улучшение отношений Алии и Джихана после того, как Джихан получил ранение. Их любовь станет невозможно скрывать, а бескорыстное отношение Джихана к своей семье и Алии поможет Алии проложить новый путь. Аля больше не будет противостоять Джихану, а будет рядом с ним, и главная любовная линия сериала начнет проясняться. На этом завершается очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.